Всем привет, с вами Тори-чан! Я уже не раз говорила, что мы с Изуми хотим свой дом. В Японии покупать недвижимость не очень финансово выгодно, поскольку здесь довольно дорого, а также недвижимость со временем теряет свою ценность, а не растет в цене, как в некоторых других странах. Поэтому может быть такое, что ты купил дом, а со временем он стал дешевле, только если это не какой-то район в Токио. Но даже несмотря на это, нам очень хочется иметь какую-то свою базу, которую можно будет назвать домом. И самое главное, в своем доме можно делать абсолютно все, что угодно: сносить стены, сдирать обои, перекрашивать стены и так далее. В доме в аренду даже дырку в стене, чтобы повесить картину, сделать нельзя. В Японии сейчас довольно большой рынок старых домов, и с каждым годом появляется все больше так называемых акия. Это старые заброшенные дома, где никто не живет, поэтому сейчас мы рассматриваем вариант не только постройки нового дома с нуля, но и покупки старого дома под ремонт. Купить старый дом под ремонт было бы намного финансово выгоднее, чем построить новый дом с нуля, а также это была бы классная креативная возможность для меня как дизайнера, а также можно было бы сделать много видео DIY, что тоже очень здорово. Но наша главная проблема — это то, что мы еще не определились, где именно мы хотим жить в Японии, поэтому мы рассматриваем разные районы в Японии, которые нам нравятся больше всего. И сегодня я покажу вам 5 домов, которые находятся в префектуре Канагава, всего 30 минут на машине до города Йокогама. Этот район нам нравится своей природой и морским вайбом. Здесь находятся самые красивые пляжи вблизи к Токио, здесь много туристических мест, а также модных кафешек, но при этом не слишком людно, и всего 1,5 часа на поезде до Токио и международного аэропорта. Но здесь довольно дорого, поскольку многие хотят жить недалеко от Токио, но как на курорте. Первый дом, который мы сегодня посетим. Это первый дом, который мы смотрели, он площадью 90 квадратных метров, размер участка 120 квадратных метров, есть место для парковки и небольшая терраса. Дому 15 лет, и он стоит 36 миллионов 500 тысяч йен. Вот так дом выглядит изнутри. Это первый этаж, кухня, студия. Этот дом использовали как виллу, поэтому он выглядит очень чистым, но техника здесь довольно старая. А также сразу со входа я почувствовала запах сигарет, видимо, что внутри курили. На первом этаже также находится ванная комната и туалет. Сантехника старая, и ее желательно будет заменить. Здесь туалет. Также здесь есть второй этаж, идемте. На втором этаже находятся 3 комнаты. Если вы думаете, как они смогли вместить кухню, студию и 3 комнаты в 90 квадратных метров, то добро пожаловать в Японию. Это самая большая комната, очень светлая и с балконом. Вид с балкона не самый худший для Японии. Бывает такое, что видно только стену соседа, а здесь хотя бы есть небольшое расстояние. Идемте дальше. Здесь вот такой коридор и 2 небольшие комнаты, разделенные раздвижными дверьми, поэтому никакой звукоизоляции здесь нет. Наверху есть небольшой лофт, где можно хранить какие-то вещи. Смотрите на этот шкаф, древний японский шкаф. Также в этом доме было много старинной японской мебели, настоящий антиквариат. И часто дома продают вместе с мебелью, которая там есть внутри. Это второй дом, который стоит на вершине горы. Доехать до него на машине было довольно трудно из-за резкого склона. Этому дому 24 года, площадь дома 84 квадратных метра, а площадь земли 76 квадратных метров. Да, земля площади меньше дома в Японии, не редкость, но тут есть небольшая парковка для машины. О. Как видите, его уже ремонтируют. Вместе с ремонтом дом стоит 36 миллионов 900 тысяч йен. К моему удивлению, внутри дом смотрится просторнее, чем выглядит снаружи. На первом этаже находится вот такая небольшая кухня-студия. В этой нише поставят новую кухню, освещение новое уже установили, а также положат новый пол. Из кухни есть выход в такой небольшой сад с видом на крышу соседнего дома, но если тут высадить деревья, то должно получиться довольно атмосферно.
いいね。すごいこの隣の家の庭がなんか自分の庭になってる感じがめっちゃいい。С этой стороны вид из окна в соседний сад, что тоже здорово, вид красивый, а ухаживать за садом не надо. На первом этаже также находится туалет и ванная комната. Туалет оставили старый и старый пол, и, видимо, ремонтировать не будут. Здесь должна быть ванна, ее сейчас переделывают. Вот в такие места вставляют уже готовую системную ванну с пластиковыми стенами, обделкой. Идемте на второй этаж. На втором этаже находятся 3 очень светлые комнаты. За счет того, что дом стоит на холме, вид из окон очень хороший. わー、結構いい。思ったよりすごい。Конечно, не из всех окон хороший вид. Там, где из окна видно соседнюю стену, в Японии вот так устанавливают непрозрачные стекла. Оконные рамы во всех комнатах оставили старые, с однослойными стеклами, поэтому хоть дом и с ремонтом, теплоизоляция останется очень плохая. Этот дом меня приятно удивил своим хорошим видом из окон, но то, что он стоит на холме, куда очень трудно добираться, а также в нем уже делают ремонт, который не совсем мне нравится, большой минус для нас. Третий дом находится в очень удобном районе, недалеко есть супермаркет и другие нужные для жизни магазины, а всего за 20 минут можно дойти до пляжа. Этому дому 23 года, площадь дома 93 квадратных метра, а площадь земли 125 квадратных метров. Сада, к сожалению, нет, но есть место для парковки 3 машин. Такой дом стоит 44 миллиона 800 тысяч йен. Так дорого, потому что очень популярный район, а также уже сделали ремонт. Ну что ж, идемте внутрь. Здесь уже тоже реставрировали внутри. Тайлиが綺麗. На первом этаже вот такая кухня-студия. Тут уже поставили новую системную кухню, такая стоит практически во всех японских домах и квартирах, а также положили новый пол и сделали вот такую террасу. Но窓からの景色は素晴らしい. Очень красивый вид на горы, дома рядом тоже ухоженные, с такими садиками. Тут такая небольшая терраса. Пол новый. Это P-тайл, это пластиковый пол, но очень удобно в плане мытья. Коты, дети, очень удобно. Кухня тоже вроде как новая. Я такое, конечно, не очень люблю, но смотрится удобно. Чисто. Небольшой каунтер. А здесь находится еще одна небольшая комната с видом на парковку. Очень светлый дом. Ванная комната очень просторная, что редкость для Японии. Пол с новой плиткой, покрашенные стены, поставили новый умывальник с зеркалом и установили новую системную ванную. Туалет тоже новый, с кнопочками, как мы любим, с темно-серыми обоями холодного оттенка. Идемте на второй этаж. На втором этаже находятся 2 довольно просторные комнаты. Одна комната вот такая с деревянными стенами. На окнах стоят железные ставни, которые в Японии используют от сильного ветра и тайфуна, но если их открыть, из окон открывается прекрасный вид на соседние домики и горы. Сгой! Комната очень светлая, здесь также есть что-то наподобие длинного деревянного стола, а также лофт. Все двери в этом доме, включая двери от шкафов, оставили старые, поэтому они плохо открываются и смотрятся не очень органично. Вторая комната на втором этаже вот такая с белыми обоями и треугольной крышей. Тут сделали такой же пол из пластиковой плитки, поменяли обои и установили новый кондиционер. Тут также есть чердак и балкон. Дом очень светлый и находится в очень удобном месте, несмотря на то, что вокруг много природы, но дороговат, а также у него нет сада.
Четвертый дом очень необычный. К дому нельзя подъехать на машине, можно дойти только по вот такой узкой тропинке. Такие дома в Японии нельзя перестраивать по закону, даже если он разрушится от землетрясения, например. Дорога, ведущая к дому, должна быть шире 2 метров, иначе такие дома нельзя перестраивать. Поэтому он стоит очень дешево. Этому дому 60 лет, площадь дома 120 квадратных метров, а вот площадь земли целых 470 квадратных метров. Здесь даже есть своя собственная гора. Вау. Для Японии это очень много, и найти дом с такой большой территорией так дешево практически невозможно. С ним должно быть что-то не так. В случае этого дома его нельзя перестраивать. Стоит такой дом 29 миллионов 800 тысяч йен. Такие дома можно только ремонтировать, поэтому это тоже дом с ремонтом. Часть дома со стороны входа обили деревянными досками. В Японии в последнее время такой экстерьер довольно популярен. Это традиционный вход в дом генкан. Посмотрите на высоту этого порога. Раньше порог делали очень высоким, чтобы пол был как можно выше над землей. В традиционных японских домах много маленьких комнат и темно, но мне очень нравится, когда в них вот так делают современную планировку. На первом этаже здесь находится вот такая просторная кухня-студия, самая просторная из тех, что мы сегодня видели. Так красиво. Это, конечно, больше похоже на отель, чем на дом. Потолок оставили старый и сделали ремонт так, чтобы несущие балки стали частью интерьера. На первом этаже в кухне-студии все окна новые, большие и с двойными стеклами, а видно сад шикарный. Освещение полностью новое, с одной большой лампой для акцента, а все остальное трековые светильники. Кухня не системная, как в Японии часто делают, а оригинальная, скорее всего, из бетона. Мне лично такие кухни нравятся намного больше, смотрится стильно, лаконично, без лишних деталей и полок. Мелкие детали, как плитка и выключатели, тоже подобраны хорошо и отлично вписываются в общую концепцию. А с этой стороны есть выход на деревянную террасу, жаль, что сад уровнем выше и видно только стену. Ой, здесь еще комната есть. Я запуталась сама, поэтому, если вы тоже запутались, вы не одни. Это все еще первый этаж. Вот такая комната, одна. Это что, кладовка, наверное? А, туалет. О, без света. Двери очень атмосферные. Боже, смотрите, какой пол. Мне очень нравится, как сделали здесь эту реновацию. Чувствуется старина, но при этом вся техника, она новая. Место для стиральной машинки. Ванну только поставили, видите, еще даже не распаковали. Тоже полностью новая. А здесь, наверное, дверь на террасу. Дверь старая. Тут, наверное, так холодно зимой, но очень красиво. Идемте на второй этаж. На втором этаже находится только одна комната с шикарным видом из окна. Очень красиво, но здесь оставлены на втором этаже старые окна. Только посмотрите. По ним видно, что им 60 лет, как этому дому. Такие вот на ключике. И здесь огромные щели. Смотрится, конечно, очень атмосферно. Невероятно атмосферно, но очень холодно. Честно скажу, мне очень нравится этот дом, но тот факт, что его нельзя перестроить, если с ним что-то случится, нас не устраивает. А также на такие дома не дают кредит. И последний домик, который мы сегодня посмотрим, словно из сказки. Этому дому 21 год, он площадью всего 63 квадратных метра, но зато с садом. Площадь земли 146 квадратных метров.
Дом очень компактный, но за счет вида на сад и деревянной террасы смотрится просторно и воздушно. Сад небольшой, но благодаря нему и большому расстоянию с соседними домами есть ощущение приватности. Фасад дома обит деревом, которое за 20 лет посерело, но выглядит очень атмосферно. В этом доме ремонт не делали, поэтому кухня и другая сантехника старые. Столешница кухни немного грязная, но я бы не сказала, что выглядит очень старой. Как нам рассказали, один раз на кухне протекли трубы, поэтому на полу есть небольшие потеки от воды, но поскольку пол из натурального дерева, его можно просто отполировать. В задней части дома находится одна комната, довольно маленькая, без потолка в самой комнате. Из окон открывается вид на сад соседей, что очень здорово, много зелени и ощущение приватности есть. Рядом находится ванная комната с туалетом. Ванна выглядит очень чистой и новой, словно ей совершенно не пользовались. Вид из окна тоже отличный. Но вот туалет и раковина, а также плитка довольно старые и немного грязные. Здесь есть вот такая лестница, но она ведет не на второй этаж, потому что в этом доме нет второго этажа, но есть вот такое просторное место под крышей и лофт. А вот что я имела в виду, говоря, что в спальне нет потолка. Этот домик в 63 квадратных метра находится в очень популярном месте недалеко от красивого пляжа и станции, поэтому он стоит довольно дорого – 46 миллионов 800 тысяч йен. Да, вот такие в Японии цены и размеры домов. Нам лично подходит дом размером 90-100 квадратных метров, потому что нам не нужно много места для жизни, нам не нужно, чтобы дом был 200-300 квадратных метров, но хотелось бы, чтобы была своя какая-то земля и хотя бы небольшой сад, чтобы можно было посадить картошечку, я шучу, конечно, но хотя бы какое-то место, где можно было бы барбекю устраивать с друзьями, нам бы, конечно, хотелось. Поэтому в этом плане ни один из этих домов нас, конечно, полностью не устроил. Больше всего лично мне понравился третий дом. Там было очень хорошее место, удобное, не слишком далеко от станции, вокруг были нужные магазины для жизни, и при этом очень хороший вид из окна. И даже можно было бы переделать стоянку для машин в какой-то маленький сад. Также мы планируем смотреть другие варианты в городе Фукуока, где мы сейчас живем, поскольку мы еще точно не решили, где именно мы хотим купить дом. Мы будем смотреть разные варианты в разных районах, которые нам нравятся, и сравнивать цены, размер земли, участка, состояние дома, сколько бы стоило сделать ремонтом и так далее. Поэтому добро пожаловать в процесс покупки своего дома в Японии. Надеюсь, что вам нравятся такие видео. Ждите продолжения. Увидимся еще. Всем пока!